Всем привет, с вами канал Baltic Sales. Сегодня я решил доделать видео, которое лежало в закромах. Видео про мотор китайский, которого у нас уже нет, но видео я про него так и не выпустил. Поэтому смотрим внимательно. Ханкай 7 лошадиных сил. 7 китайских лошадиных сил. Поехали. Сегодня мы сделаем обзорчик нашего нового китайского мотора. Это Ханкай 7 лошадиных сил. Как я понимаю, сам моторчик, как вы видите, он пришел в разобранном виде. Вокруг разные детали. Какие-то болтики, не знаю, всякие штучки, пружинки. И отдельно нога. Мы заказывали быструю доставку, и чтобы это было возможным, его, разбирают и присылают вот в таких вот двух коробках. Здесь лежал мотор, а здесь нога. И самое интересное в том, что внутри инструкция только как им пользоваться в собранном виде. А что делать со всем вот этим? Куда это ставить? Как это собирать? Инструкции нет. Я попробовал как-то сам разобраться, куда что ставится, но остаются лишние детали, и я в итоге попросил китайцев дать какую-то инструкцию по сборке. И они мне прислали видео. В интернете я сам нигде не нашел такой инструкции, ее просто не существует. Но в этом видео я вам расскажу, как собрать этот мотор. Это довольно-таки дешевое решение, потому что стоило всего 400 евро с доставкой прямо на место к нам с европейского склада. Как я понимаю, сам мотор, он как от газонокосилки или от триммера, но вот китайцы взяли и модернизировали его так, чтобы можно было бы еще прикреплять такую к нему ногу. Мы его соберем, начнем пользоваться, продолжим снимать этот обзор. И тогда будет понятно уже через годы, когда вы будете следить за нами, что с этим мотором в итоге стало и насколько он надежный. Мы рассчитываем, чтобы он отработал хотя бы 2 года, тогда, в принципе, не жалко эти 400 евро. Я рассортировал все детали, как мне показали в видеоинструкции. Это у нас будет коробка передач. Это будет у нас для крепления мотора самого к шафту. Куда эти две идут, я пока не знаю. Это на сам шафт оденется с одной стороны и к мотору с другой. И, судя по всему, вот эта штучка будет как-то одеваться сюда. Угу. Понятно. Так, идем дальше. Это у нас для крепления ручки газа. Ну и вот сам такой каркас для подъемного механизма. Это у нас сама ручка газа, так выглядит. Начинаем собирать. Получается, для начала нам нужно будет вот этот каркас поставить на ногу. Для этого будут использоваться 3 самых длинных болта. Здесь будет идти только шайбочка без пружинки. 3 самых длинных. Пробуем делать. Теперь берем 3 самых длинных болта этим. Так. Ставим поближе. И устанавливаем вот этот каркас для подъемного механизма. Третий болт ставится со внутренней стороны. А сюда, судя по всему, будет крепиться дальше что-то другое. Итак, наш каркас готов. И что же нас ждет дальше? Дальше по инструкции нам нужно собрать вот эту ручку газа, для которой лежат у нас вот здесь вот сбоку детали. Как я узнал из инструкции, у нас сначала идет такого типа болт. На него одевается вот эта вот пружинка. Таким образом. Потом одевается у нас ручка газа.
Потом дальше вот это пластиковое кольцо. И потом дальше вот эта вот металлическая часть. Мы одеваем, получается, это все таким образом. И пружинка зацепляется в этом месте. И теперь мы крепим эту ручку с той стороны, где у нас осталось еще одно место для болта на каркасе, который мы только что установили. Вкручиваем. Сильно ее затягивать не стоит, потому что эта ручка потом будет у нас двигаться. Я даже немного отпущу. Дальше вот эту штучку мы ставим сюда, на мотор. И это у нас пойдет на шафт. То есть это будет вот так. Оп. И теперь сюда оденется нога. Я собираю немножко по-другому, не так, как мне прислали в инструкции, потому что закрепить мне ногу сейчас негде, чтобы сверху поставить мотор. Поэтому я ногу поставлю сейчас сюда, кверх ногами, и буду потом закреплять болтами. Нога у нас встала на место. Шафт тоже встал в эту штучку. И теперь осталось только здесь 3 болтами закрепить нашу ногу. Сюда уже у нас идут 3 таких коротких болта. На болт идет пружиночка, шайбочка. И фиксируем. Все, нога у нас закреплена. И я возвращаю теперь мотор в обычное положение этой частью винтом вниз. Теперь таким образом в перевернутом виде он выглядит, как и должен быть собранным. Но это еще не все. Дальше мы устанавливаем переключатель коробки передач, реверс, вперед, назад, нейтраль. Самый маленький такой вот шестигранный болтик пойдет у нас сюда, и он будет фиксировать ее. Нам китайцы где-то здесь предусмотрительно положили шестигранники. Спасибо им за это. Поставить его можно только в одном положении, потому что, видите, здесь есть... Как это понять? Ставим. И здесь теперь стопорим вот этим вот болтиком. Не заходит. Не заходит почему? Вот все пошло. Все. Теперь у нас переключаются передачи. Передняя, задняя, нейтральная. Дальше у нас осталось установить вот этот вот кабель. Сюда подключается вот эта зелененькая. Это у нас и так понятно. По инструкции заводится он таким образом. И здесь подключается. Но одной рукой неудобно это делать. А вторая у нас подключается сюда. Судя по всему, вот этим как раз оставшимся шестигранничком. Болтиком под шестигранник. Подключение у нас получилось таким образом. Вот. Подсоединил здесь и здесь. Следующий этап — это мы подсоединяем тросик от ручки газа сюда. Нам нужно ослабить вот этот вот болтик.
Получается, заводим тросик сюда. Таким образом. И потом так хоп. И вот эту часть фиксируем. Все у нас здесь зафиксировано. Короче, наш мотор собран полностью. Просмотрел еще раз 3 раза где-то инструкцию, видео, которую прислали мне китайцы. И, короче, не нашел применения одного болта. Остался 1 болт. Но по инструкции я все поставил, все закрепил. Я не понимаю, откуда он. Я их, конечно, спрошу. Но, возможно, они положили какой-то лишний. Или запасной. Так как у нас негде пока зафиксировать мотор для нашего динги, а нужно залить масло, короче, в коробку передач. Я поставил его на нашу дверцу в кокпит. Здесь всего лишь нужно открутить этот нижний винт и верхний. Сюда мы берем, вставляем и заправляем масло, пока оно не потечет отсюда. Потом закручиваем верхний, нижний и все. Изначально в инструкции этого мотора написано, что масло в коробку передач уже добавлено. Но я поглядел саму ногу и масла там никого не увидел. Так что я предположил, что при транспортировке, когда они его разбирают, масла там, конечно же, нет. То есть, если вам приходит мотор целиком в сборке, тогда заправлено туда масло в коробку передач. Если он приходит в разобранном виде, то вам нужно не обращать внимания на большой жирный шрифт в инструкции, что масло в коробку передач уже заправлено. Это неправда. Как вы видите, я выкрутил 2 винта эти, и масло не потекло. А знаете почему? Потому что его нет. Поэтому в инструкции на то, что масло есть, не обращайте внимания, а обязательно проверьте. Вова, все пошло теперь. И теперь мы заправляем масло. Вероника давит. А когда здесь пойдет масло поверх, я закручу здесь вот этот винт, он с резиновой прокладочкой. И потом нижний, куда Вероника сейчас выдавливает масло. В инструкции написано 100 грамм. Но что-то, мне кажется, здесь больше должно быть, чем 100 грамм, судя по объему. Все, мы заправили, верхнюю закрутили, нижнюю закрутили. Теперь сейчас протрем, немножко масла, тут чуть-чуть накапало, но все сделали аккуратненько. В общем, в трансмиссию ушло гораздо больше, мне кажется, миллилитров, чем было написано в инструкции. А теперь мы заправляем маслом сам мотор. Здесь вот есть у нас такой щуп, куда и заправляется масло. По инструкции советуют между нижним и верхним уровнем. Щуп немножко в масле, потому что изначально на заводе там было масло, и проверяли этот мотор, заводили, и потом его просто сливают для транспортировки. Масло я купил обычное для 4-тактных двигателей, 10 на 30. Моторное масло заправлено. Я как раз серединку выбрал, случайно попал. Влезло где-то 400 миллилитров, нужно по инструкции 600 миллилитров, но, видимо, что-то там еще осталось с завода. Не все слили. Теперь я просто мотор сниму, поставлю здесь где-нибудь, и как только закончится дождик, мы пойдем его обкатывать, смотреть, как он работает. В трансмиссию мы залили САЕ 90, смазка для трансмиссии. Пришлось пока сделать временное такое крепление для мотора, потому что сейчас его ставить некуда и вешать тоже. Купить здесь тоже негде. Поэтому из палок и досок, которые у меня были, я здесь, в принципе, сделал такое. Не знаю, насколько оно будет прочное. Время покажет. Но я надеюсь, что уже в ближайшей остановке мы купим сюда нормальное крепление. Ну вот и первый пуск. Где-то с 3-го подтяга завелся. У нас сегодня 2-й запуск. Это следующий день. Вчера шел дождь.
Мы так и не покатались. Мотор работает в холостых оборотах. Сейчас я его прогреваю и поеду прокачусь, посмотрю, как он вообще работает. За один день, за сутки появилась уже коррозия на защитных термоэлементах. Началась обкатка, я вышел в речку. Мотор работает. Пока будем ходить на малых оборотах, так как обкатка должна быть часов 10. Сейчас иду 4,3 узла. Но, может, иногда до 5 разгонюсь, но пока не больше. Вроде как тянет. Хочу отметить, что на холодную мотор очень хорошо заводится, а вот горячий мотор заводился, наверное, с 6-го раза всего завелся. И еще есть одно замечание. Это, видите, вот ручку здесь. Ручка газа. Так вот, там H и L обозначено. То есть типа high и low. Но, короче, как у китайцев бывает, совсем наоборот. Если вы поворачиваете ее в high, тогда вы уменьшаете газ. Если в low, тогда вы увеличиваете газ. Но просто это можно запомнить и не думать об этом. Собственно говоря, этот мотор прослужил нам целый год. Мы его использовали по полной. Как раз он нам помог пережить то время, до момента, как мы смогли купить стандартный мотор для динги Yamaha. Но этот китайский, например, он, да, 7 лошадиных сил, но я в это не очень верю. По моим ощущениям, где-то, может, 4 лошадиные силы там было. Это просто мотор от газонокосилки, к которому китайцы прибабахали ногу с пропеллером. Он выполнял свои требования, свои функции, но, конечно, с ним бывали проблемы. Бывало тяжело его завести, например, во влажную погоду, так как он просто не рассчитан для этого. Он не рассчитан на использование в океане, в соленой воде, рассчитан для озер и рек. В итоге мы его в рабочем состоянии продали португальцу. Он занимается просто рыбалкой. И, в принципе, хорошо подходил ему. Продали за 150 евро. Достаточно дешево просто съездить порыбачить куда-то. И тем более он будет рыбачить в речке или озере каком-нибудь, в пресной воде. Тогда этот мотор еще прослужит достаточно долгое время. А вам самим решать, нужен вам такой мотор или не нужен. Я считаю, что для океана и соленого моря, климата, конечно, он не подходит. Но как временная мера, например, как использовали мы, это отличное решение за небольшие деньги. На этом выпуск подошел к концу. Всем пока-пока, до новых встреч. Не забывайте ставить лайки, колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал, комментируйте нас. Тогда, может, будет настроение снять еще какое-то новое видео. Всем пока.